Ребята, вот и вышло долгожданное видео 100 дней в Сабнатике. Я считаю, это достойно вашего лайка и подписки. Давайте, не будем томить, начинаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Кент. Сегодня с вами поиграем в игру под названием Сабнатика. Игра по подводные приключения про то, как падает наш космический корабль, и мы пытаемся выжить на необитаемой планете. В игре 4 режима: выживание, свободный режим, хардкор и креатив. Выбираем хардкор. Тревога! Есть вероятность повреждения фюзеляжа. Всему экипажу немедленно покинуть корабль. Запуск через 3, 2, 1. Нормально нас так ударило. О, горим все. А чё горит? Мы железо тут. Выходи. Да выходи давай, сейчас горишь. Эх, ё-моё, все полыхает. Дайте огнетушитель. Дай. Быстрее, дай. Давай, все, туши. Давай. Сейчас горит тут все, фига. Да не гори, ты сам. Тихо. Тихо, все, спокойно. Потушили. Так, чё? Кнопочка. Загрузка в аварийном режиме. Вы получили легкую травму головы. Это можно считать оптимальным исходом. Данный КФК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой: сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Пожалуйста, прочтите подробные советы по выживанию в базе данных. Удачи! Спасибо, никогда читать не буду. При нажатии кнопки F1 мы можем видеть, сколько мы уже выживаем в нашем мире. Этот мир начинается у нас с отметки 0.43. И все же день первый. Немного поясню. Сутки в этой игре длятся ровно 20 минут. Как только мы вылазим с нашей спасательной капсулы, мы видим наш космический корабль, на котором мы разбились. И сразу нас встречают позитивные новости. Фюзеляж Авроры разгерметизировался на орбите. Причина неизвестна. Выжившие не... С первых дней я начал обдумывать план действий, а именно, с чего начать и что делать нам последующие 100 дней. Так как это хардкор, нам всегда нужно следить за кислородом, а иначе мы просто задохнемся под водой в первые же дни. Заплывать в пещеры или опускаться на большую глубину я не могу по двум причинам. Первое, у нас нет баллонов с воздухом, а второе, у нас нет морского глайдера. А без него движение очень медленное, из-за чего можем просто не успеть подняться на поверхность ради кислорода. Вернулся в шлюпку, я скрафтил нож, сканер и баллон с воздухом. После чего сразу поплыл сканировать фрагменты. Чертеж. Полночи я не вдуплял, что делать, а потом скрафтил морской глайдер. И теперь наше передвижение в 2 раза быстрее. День 2. На утро со своим новым глайдером я отправился за ресурсами для строителя. Скрафтил строитель и отправился на строительство базы. Наметив местечко, сразу начал строительство. И построил шкаф для ресурсов, потому что в спасательной шлюпке уже не было места. Изучил сборщик транспорта и принялся за его строительство. А по пути нашел сверхскользкие ласты. Грех было проплыть мимо, поэтому я изучил рядом лежащие обломки мотылька. День 3. Ночью я скрафтил переносной сборщик транспорта. Разложил его и сразу принялся за постройку мотылька. Немного ресурсов, и вот он, мотылек, уже у нас. Как говорит в КПК, мотылек — это маленький и маневренная субмарина, с помощью которой можно безопасно передвигаться.
построил прямо у нас на базе изготовитель, чтобы не плавать больше в шлюпку. И сразу же сделал ремонтный инструмент, с помощью него мы сможем чинить наш мотылек и чинить всякие разные предметы. Я сразу пошел к нам на шлюпку и починил саму систему. Также после этого я починил радио и услышал сигнал. Говорит Аврора. Сигнал бедствия получен. Спасательная команда будет отправлена. Радио онлайн. Аварийные сигналы бедствия. 9 часов. Производится сканирование частот в поисках экстренных передач от других капсул. Посмотрел на солнечное затмение, наступила ночь, подобывал ресурсы и отправился на мотыльке в путешествие. Посмотрел на Аврорку и ушел. День 4. В грибном биоме я относительно находил только запчасти и всякие чертежи. Но потом, самое ужасное и самое грустное, что я нашел в этом биоме, это была радиация. После чего я вернулся на базу. Скрафтил радиомаяк, чтобы отметить базу на карте. Построил радио прямо у себя дома и сразу получил сигнал. Воспроизведение предварительно записанного сигнала бедствия. Это Оззи из кафетерия. Что за херня, ребята? Нам не говорили, что такое может произойти. Нашу капсулу чуть не раздавило мотыльком при падении. А теперь мы висим на краю пещерной системы, и эта жуткая змееподобная тварь пытается прогрызть обшивку. Заберите меня отсюда. Я сразу приплыл на помощь, но явно уже было поздно. Я заплыл внутрь, все было разгрызано, забрал КПК и уплыл. Я спокойно изучал все лежащие фрагменты, но потом неожиданно произошло это. Когда я плыл на базу, мне пришло сообщение. Реактор достигнет сверхкритического состояния через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Противорадиационный костюм был добавлен в базу данных чертежей. Новый чертеж. Посмотрев на взорванную Аврору, я вернулся на базу и послушал сообщение. Добро пожаловать на борт. Говорит спасательная капсула 6. Здесь на борту пассажир. Координаты прилагаю. Мы приземлились в километре от места крушения, но между нами и местом встречи находится радиация. Прошу немедленной помощи. Капсула 6. Конец связи. День 5. Конечно же, я никому не помог, а просто поплыл дальше исследовать фрагменты. Так, мотылек, что, чинить надо? А, собака, отстань от меня, уйди отсюда, уйди. Так, ножом, на. Уйди отсюда, я тебя зарежу, до смерти зарежу, я тебя сошуик сделаю из тебя. На. Все, мотылечек, бедненький, иди сюда. Пошел вон. Давай, бедненький, я тебя починю, бедненький мой маленький. Я вернулся на базу и сделал противорадиационный костюм, чтобы радиация больше нам не мешала в наших исследованиях. День 6. На 6-й день я перестраивал свою базу, добавил 2 коридора, угловой отсек и построил стыковочную шахту для нашего мотылька. После этого все начало затопить на базе из-за того, что конструкция была не крепкая. Мне пришлось построить усиление корпуса, и после этого все стало нормально. На 6-й день ничего интересного не произошло, поэтому день 7. На 7-й день я решил отправиться в путешествие в заднюю часть Авроры, потому что там был таинственный туман. Я решил туда сплавать и посмотреть, что же там все-таки находится. Под нами была бешеная глубина, а под этим туманом находилась капсула 19. Было все очень непонятно. Но в один момент, когда я подплывал к туману, неожиданно туман рассеялся. И я увидел остров, суша, в игре про одну воду.
После полного осмотра я вернулся на базу. Построил грядки прямо на базе и посадил туда семена, которые я взял на острове. И построил к нам многоцелевую комнату. После чего я поставил окна и везде поставил живые стены. Построил аквариум и поналовил рыбок в него. Неожиданно я снова получил радиосигнал. Приоритетное сообщение со спасательной капсулы 13 Авроры. Координаты прилагаются. В спасательной капсуле находится высокопоставленный пассажир монгольских штатов. Немедленно отправьте данные о возможной смерти. Приоритетное сообщение со спасательной капсулы 13. Конечно же, я немедленно отправился на поиски. Нашел я только КПК, а значит смерть. И настал день 9. Зирован новый чертеж. Надежный источник энергии – необходимый шаг к автономному существованию. Возможно, вам стоит заносить свои достижения в фотожурнал, чтобы он вдохновлял вас в минуты отчаяния. Доброго времени бытия. Вы спросите, мне что, нечего делать? Конечно же есть, снимать вам сабнатику, и я вам поведаю свои деньки в этом полном ужасов море. Как только я зашел в игру, случился забавный баг, потому что шлюпка меня просто выкинула. Я сразу сел в свой мотылек, и у меня было в планах отправиться на Аврору. Но пока была ночь, я и просто стоял и смотрел на нее. На утро, конечно же, я отправился на Аврору. На Авроре я собирал базы с данными. Но была одна проблема. Я знал, что есть место, которое вы прямо сейчас видите, на котором надо пропаркурить или брать пропульсионную пушку. Пушки у меня нету, но я умею паркурить. Поэтому это было много попыток. В скором времени у меня наконец-то получилось попрыгать. И я увидел дверь с кодом. Код я не знал и решил его посмотреть в базе данных. Я нашел его и ввел. Дальше я спустился вниз. И даже на Авроре была вода. Дальше я нашел сломанную дверь, починил ее и зашел внутрь. Там были просто запчасти мотылька и самое главное модуль погружения. Также я нашел модуль погружения эффективности двигателя и чинил пробоины, которые были на Авроре. Также на меня нападали пиявки, мне приходилось от них отбиваться. Они очень сильно нам мешали. Когда я полностью все починил, радиация начала уходить. Также была запечатанная дверь, которую я никак не мог открыть, потому что для нее нужен был лазерный резак. И как раз рядом с дверью я увидел лежащий лазерный резак, благодаря чему я смог открыть эту дверь. Как только я открыл дверь, я сразу заплыл и начал все внутри изучать. Я изучил костюм краб, нашел все его запчасти прямо на Авроре. Также я спустился, осмотрелся
нашел еще одну запечатанную дверь и нашел черный ящик Авроры. Данные нового КПК обработаны. Также я нашел склад и по мелочи осматривал все каюты, в том числе и столовые, и каюты капитана. Я не стал все показывать, а показал все основное. Каюта капитана была самой интересной, потому что здесь был и плакат, и КПК его, была и мини-фигурка Авроры, и самое главное, база данных, на которой был записан чертеж. Чертеж чего? Спасательные ракеты. Данные нового КПК обработаны. На Авроре, как всегда, происходит какой-то хаос, все падает, все взрывается, поэтому я прыгнул быстренько в водичку и вернулся к своему мотыльку. С мотылька мы уже быстро слиняли с этой Авроры. И вот мы уже на базе, и я получил сообщение. Говорит солнечный луч. Знаете, Аврора, мы родом из маленького трансгосударства на дальнем конце Андромеды. И у нас есть такая поговорка. Нет худа без добра, и нет добра без худа. Похоже, первого вы уже нахлебались с лихвой. Но это только означает, что вы давно заслужили целую кучу второго. Может быть, это как раз мы. Расставил быстренько находки с Авроры, повесил плакат. И мы активны. Сэр, информирую вас, что это автоматический сигнал бедствия со спасательной капсулы 12. Координаты прилагаются. А также предупреждаю и категорически советую, не лезьте в капсулу глубже безопасной отметки погружения без специального снаряжения. Координаты сигнала загружены в КПК. На Авроре я изучил большую кровать, а до этого у нас кровати вообще не было, поэтому я решил поставить кровать. Также я решил в свою комнату поставить перегородку. И решил испробовать сразу нашу новую кроватку, когда была ночь. И сразу замерил, сколько времени мы спим. И наступил день 13. Какая у нас главная цель на сегодняшний день? Нам нужно было найти последний обломок, или фрагмент, назвать как хотите, циклопа. А циклоп это большая субмарина. Именно размеры не знаю точно, но я знаю, что она огромная. Поэтому я знал, где находятся плюс-минус фрагменты. Они находятся в задней части Авроры, поэтому я сел в мотылек и отправился туда. О, вот он обломок. Я знаю, что здесь плавают левиафаны. Если он сейчас нападет, я мотылек пожертвую. Давай, быстро. Хопа, все, у меня. Все, тишина, спокойствие. Ты чё, отпусти! Какой чертеж? Это отпусти! Он сломается, я говорю, жертвуем, уходи, быстрей! Божечки, он не найдет, он не достанет, у него большие хитбоксы, быстрее. Он не достанет, я знаю, у него хитбокс большой. Уходи. Где база? Базу надо. Нам спрятаться надо где-нибудь, пожалуйста, давай быстрее. Твой лес сталкеров, он сюда не заплывает, он обычно сюда не заплывает, он боится. Ну, ему тут хитбокса не хватает, он большой слишком. Он точно не плывет за нами никто? Никто не плывет точно? Вдруг он сейчас за нами плывет? Нет, все спокойно, наконец-то, идеальная запись. Казалось бы, кроме мотылька мы не потеряли ничего. Но я не вставил это видео. Но когда мы были на Авроре, мы находили всякие улучшения для мотылька. И они были в мотыльке. И Левиафан уничтожил их вместе с мотыльком. Я вернулся на базу и сразу решил посмотреть, из чего нам нужно крафтить. И я, честно говоря, приофигел, потому что это очень много. У меня не было нужных ресурсов. Я мог скрафтить мотылек, но не мог ни краба, ни циклопа скрафтить. Я их поставил на заметку и начал искать ресурсы. Пока я искал ресурсы, наступила ночь, поэтому я лег спать. И наступил день 14. Я зашел на базу, чтобы скрафтить ресурсов, и вдруг я заметил радио. И решил его прослушать.
это солнечный луч. Мы уже на подходе к планете, и мы нашли место для посадки. Мы отправили вам координаты. Нам понадобится пара дней, чтобы выровнять нашу орбиту. В это время мы будем в состоянии выйти на прямую связь с вами. Затем мы спустимся вас забрать. И не заставляйте нас ждать. Солнечный луч, конец связи. С этого момента у нас появился таймер, а именно 40 минут. И на карте появилось место встречи. Нам за 40 минут нужно было подготовиться по максималке и прийти на остров. Ночью я скрафтил нам мотылек. На 15-й день я только собирал ресурсы, поэтому сразу день 16. Прилег на 15-й день, поспал и посмотрел, как быстро таймер улетел. Наступил 16-й день. У нас оставалось до встречи всего лишь 9 минут. И за это время нужно было приплыть на место встречи на нашем новеньком мотыльке. Вот, мы уже на острове, но я был немножко в шоке, так сказать, потому что здесь, кроме земли, пауков, деревьев и гор, была какая-то постройка. Я изучал всякие деревья, луковые и все остальное, но меня удивляла эта огромная постройка. Похоже на какой-то небоскреб, но не похоже. Тут были какие-то фонари стояли на земле, и была дорожка вверх. Я решил по ней подняться. Типа, ну что там может быть? Я нашел фонари, место встречи посмотрел, и нашел какую-то непонятную вещь. Я увидел Аврору, она была огромная, и это огромное строение. Я решил пойти дальше по дорожке и посмотреть, что там было. А там было очень и еще раз очень много ресурсов. А еще позитивное сообщение. Не забывайте о том, что собираемые вами материалы находятся в собственности корпорации Альтера. Вы будете обязаны возместить их полную рыночную стоимость. Ваш текущий счет на оплату 3 миллиона кредитов. Я как балбес стоял сканером и представлял, что это камера. А я нашел штуку, которая явно просила скрижаль, которую я нашел сверху и нашел на другом острове. Я изучил управление силовым полем и понял, что здесь все явно не так просто, как я думаю. Я стоял, никого не трогал, тут эта фигня начала двигаться. А ты чё? Ты двигаться умеешь? Там сейчас прилетит мой корабль и заберет меня. Ты смотреть будешь? Ой-ой-ой. Слушай, по-моему, это не здание, по-моему, турель какая-то. Ой, сирена еще какая-то. Слушай, может, не банан? Давай, может, они сядут спокойно, они заберут меня. И потом ты будешь стрелять в кого хочешь, хоть птиц расстреливай. Я буду не против. Выжившие, мы вас видим. Черт, я не знаю, как вы там выжили. Сам в шоке. Мы вошли в атмосферу и спускаемся к месту посадки. Наконец-то. Что это там внизу? Здание? А где? А, вон мне. Что значит не можешь опознать? Сам в шоке. Опознать. Держитесь, поворачивать поздно. Все по местам. Касание через 10. Ура, давай. 9. Только 8. не стреляй, фигня. Ой, что-то вас что-то размазало. Улетай, давай! Ты фигня собачья, что ты сделала? Я даже заснять забыл. Почему я сканером не снимал? Ты что сделала? Ты видишь это? Что ты сделала? Что ты сделала? Верни их обратно. Кто меня спасет теперь? Меня сейчас никто не спасет. Ты издеваешься надо мной, что ли? Собака ты недоделанная, тебя расстреляю. Сейчас бить будет топором.
Я вернулся на базу и уже хотел скрафтить циклоп, но... Невозможно. Постройка рассчитана на глубоководное размещение. Вот так. Пришлось брать переносный сборщик транспорта и переставлять его на другое место. Помните, циклоп спроектирован с расчетом на экипаж из 3 человек. Только опытные рулевые могут попытаться управлять этим транспортом в одиночку. Добро пожаловать на борт, капитан. Все системы активны. Циклоп поистине огромный транспорт. Были в нем и много ящиков, и двигатель, и стыковочная шахта, и очень много места для строительства, и кабина управления. Я сразу отправился на этой огромной махине к нам на базу. Двигатель запущен. Остановлен. Прямо перед базой было идеальное место для циклопа. Огромное глубокое место, куда можно было припарковать наш циклоп. Предельная скорость. Зафиксирован перепад давления. Посторонний шум. После чего я отправился на поиски капсулы 12. Средний ход. Капсула 12 опустилась на дно, поэтому нужно было приплыть и забрать, посмотреть, что там внутри. Честно говоря, зрелище не из приятных. Лежит капсула, все уничтожено, все раз... Над местной фауной. Капсулу я смотрел, кроме КПК, там ничего интересного не оказалось. Также, во время того, пока я возвращался на базу, произошел перегрев двигателя и все загорелось. Зафиксировано возгорание. Средний ход. Возгорание ликвидировано. Запущены воздухоочистители. Я начал обустраивать наш циклоп. После чего я отправился на поиски капсулы 19. Приплыл я поздно ночью, поэтому было принято обследовать всю эту местность на мотыльке. Значительно увеличилось.
После всех исследований я решил вернуться на базу, но также мне пришлось приплыть обратно на остров, чтобы посмотреть место встречи Авроры. Мы должны вернуться на борт Авроры, починить дальнюю связь и связаться с другими выжившими. Не может быть, чтобы только мы выжили. Не такие приказы мне отдавал капитан, и вам я такого не приказывал. Дело не в субординации, а в выживании. Мои обязанности временного командира не включают заботу об их удобстве. Выйдите из воды. Если я попаду в неприятности, я пришлю вам свои координаты. Я не могу отпустить вас одну. Тогда идемте со мной. Вы не оставляете мне другого выбора. Получена экстренная передача от второго помощника Кина 2 часа после последней активности. Встреча не удалась. Я перехватил передачу из штаб-квартиры Альтерры. Похоже, что они отправили пакет данных на Аврору. Нас перехватил хищник класса Левиафан, прежде чем мы добрались до корабля. Считайте, что техдиректор и я пропали в море. Будьте осторожны. Кин. Конец связи. Вернулся на базу и быстренько покрасил нас красивый мотылек. Тут произошла такая ситуация, то что игра просто не записала мои сохранения. Поэтому мне пришлось заново все ходить и все получать. Я не стал это все записывать, а записал только ключевые моменты. При повторном прохождении я нашел капсулу времени. Если кто-то заинтересуется, что такое капсула времени. Капсула времени — это когда игрок заканчивает игру, у него дается возможность оставить капсулу с вещами. И человек при желании ее оставляет. И вот, я нашел капсулу другого человека. Всем привет, ребята! Ну что ж, вот и вышла третья часть по Сабнатике. Не буду вас задерживать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Как только началась игра, мне сразу пришлось уплыть на мотыльке в место, где мы были в прошлой серии, потому что я не увидел некоторые крафты в своем изготовителе. Поняв то, что я потерял полдня, мне пришлось вернуться на базу. И решил поспать. И пока я не забыл, день 22. В модификационной станции я уже нашел нужный крафт. Взяв все необходимые ресурсы, я скрафтил баллон с воздухом. В этом новом баллоне с воздухом было целых 225 единиц. Также в моих планах было перенести стыковочную шахту. На борт, капитан. После чего мы отправились на остров ради алмазов. Успешно высадились на остров и начали его осматривать в поисках алмазов. Пока я искал всякие полезные ресурсы, как алмазы, литий и все остальное, я нашел огромную инопланетную арку. Конечно, сразу же мы ее изучили. Также от нас просили какой-то непонятный ионный куб. После этого я решил пойти внутрь инопланетной постройки. Сканирование показывает, что при возведении этой постройки использовался уникальный цельный сплав. Соответствий в базе данных не найдено. Провожу структурный анализ.
Покатался на волшебном лифте. Честно говоря, я бы на таком бы каждый день катался. Внутри был огромный бассейн. Сюда можно было заплыть на циклопе. Сканирование указывает на то, что данное устройство содержит достаточно батоцельную энергию, чтобы уничтожить всю планету с большей частью Солнечной системы. К счастью, оно неисправно. Комната управления комплексом находится за этим проходом. Самосканирование завершено. Бактериальная инфекция в вашем организме прогрессирует. Обнаружено раздражение кожи и ответная реакция иммунной системы. Необходимы дополнительные данные для определения штамма бактерии. Панель управления транслирует сообщение. Перевод. Внимание! Зараженные пользователи не смогут отключить орудие. Эта планета находится под карантином. Когда у меня появился ионный куб, я сразу пошел и активировал этот портал. Оказалось, что этот портал ведет на другой остров. После чего я вернулся на базу и скрафтил костюм У человека краб. может появиться ощущение, что вы обладаете безграничными возможностями. Профессиональные пилоты краба тренируются неделями, чтобы побороть это явление. Добро пожаловать на борт, капитан. Кстати, наступил день 24. Краб казался пипецки крутым, в нем можно и драться, и собирать предметы прямо из него. У него есть хранилище свое, и он может плавать, не просто ходить по дну, а с помощью ранца летать. У краба очень огромная глубина погружения. Целых 900 метров, в то время, когда у циклопа 500, а у мотылька всего лишь 300. Быстренько взял и разукрасил наш крабик. И тут я решил отправиться в путешествие. Наверное, моя самая большая ошибка за последнее время. Поняв, что циклоп очень медленный, я взял мотылек. Мотылек был поломан, поэтому я его починил и дальше отправился в путешествие. Недалеко от циклопа я сразу нашел обломок и быстренько его осмотрел. К сожалению, в этом обломке не было вообще ничего интересного. На такой огромный участок, на такую огромную территорию была всего лишь одна комната. Глубина была пипец огромная. Чем дальше я плыл, тем все глубже и глубже было. Мотылек, у которого 300 метров погружения, не смог справиться с таким. Там плюс ходили всякие крабы опасные. Поэтому мне пришлось вернуться за нашим циклопом. Всяким крабам было очень интересно наблюдать на мой циклоп. Он же такой красивый, черный. Я с ним согласен. Ну а так, это просто бешеная, страшная глубина. Я туда сплавал, взял всяких материалов на память. Так, всякие эксклюзивчики. Но это вы сейчас думаете, что я там плавал вообще спокойно. А я играл без звука, плавал, чуть ли не готов был открыть кирпичный завод. И вот у нас самое страшное, что я мог здесь найти. Призрачный Левиафан. Он стал моей главной болью в голове. Зафиксирован перепад давления, посторонний шум. Горание. У этой собаки хватило наглости напасть на нас
из-за чего произошло возгорание двигателя. Вы сейчас на своих экранах можете наблюдать то, что как-то циклоп немного перекосило. Это он нас напал и удерживает нас. Согласитесь, хорошая картина, да? Опасность зафиксировано внешнее повреждение корпуса. Полный ход. Средняя скорость. Скажу все вкратце. Здесь вы видите прямо сейчас то, что Аврора находится фиг пойми где. Это он так далеко отнес нас циклоп. Кое-как я смог вернуться на базу, но знаете, везде хлещет водичка. Короче, камера не записала, но у нас горели типа аккумуляторы, энергоячейки называются. И мне пришлось крафтить новые. После чего я занялся полной восстановкой циклопа. Ночью ничего интересного не произошло, поэтому день 26. Не поверите, мне захотелось крафтить ракету Нептун, которую мы нашли данные на Авроре. Но если бы я был бы умнее, я сразу заметил, что написано пусковая платформа Нептун. Поняв, что мне надо еще очень много чего построить, я сразу пошел за ресурсами. Весь день я потратил на сборку ресурсов, и уже наступил целый 27-й день. И тут я понял, ракеты мне не видать. Я думал, что я крутой, решил попрыгать с лифта, но в итоге сломал себе нафиг пятки. И тут впервые за долгое время я получил сообщение. Говорит штаб-квартира Альтеры. Мы не можем послать спасательный корабль до самого места крушения. Так что, Аврора, вы должны будете просто встретиться с нами на полпути. Мы загрузили чертежи в компьютер корабля. Мы за сэндвичами, ты с нами? Ага, сейчас, одну секунду. Данные черного ящика показывают, что защищенный терминал в капитанской каюте по-прежнему работает. Бекки уходит минут через 5. Ладно, скажи Бекки, что я возьму обычный. Обычный? Да, она поймет, о чем я. Код должен быть... А вдруг нет? Просто скажи ей обычный. Окей, я ей скажу обычный, а она мне какой обычный, и мне снова придется сюда топать. Код должен быть 2679. Обычный — это просто ветчина с сыром. Ну окей, может ты просто так и скажешь ветчина с сыром. Ветчина с сыром? Окей. Когда я изучал локацию вокруг, я нашел пещеру. Решил в нее заплыть и случайно в ней провел целый день. Пещера была огромной и необычной. Я даже находил постройки, но не построенные мной. Также я нашел новый ресурс — магнетит. А также я нашел возможное жилище Дегази. Внутри не было ничего интересного, кроме КПК, но когда я выплыл, меня охватила паника. Потому что я не мог нигде найти мотылек. Я думал, что его уже сломали. Все, конец. Я уже не знал, что делать. Кислорода нет, ничего нет. И тут хопно я увижу мотылек. Он лежит на дне, разрушен весь, поломанный. Один удар, и ему конец. В итоге мы с мотыльком экстренно вернулись на базу. Мотивационное сообщение. Крейг МакГилл потерпел крушение в кислотных болотах планеты Бориаль-9, отбил атаки арахнидов-почечников и сбежал на прирученном звездорвале. У вас точно получится пережить еще один день. На 29-й день у меня были планы сделать стазис винтовки. Винтовка была готова, и я делал эксперименты. Стазис винтовка, оказывается, просто всех ставит в шок, и они просто перестают двигаться. И я сначала думал, что это на пару секунд,
Ну, поняв потом, что он просто выпустил свое... Обоссался, короче. Он дальше не двигался. И не двигался он на протяжении еще долгого времени. То есть так можно стазить всяких опасных существ и просто их убивать ножом. Я посмотрел на красивейшее солнечное затмение. Потому что я вообще думал, наступила ночь. Ну да ладно, и так уже вечер. Поднялся на лифте. Ну и что ж сказать. Вот наша серия и подошла к концу. За эту серию мы сделали очень много чего. Закончим мы на лифте Нептуна. Всем хай, с вами Кен. Сегодня с вами продолжаем играть в группу под названием Сабнатика. Запасайтесь вкусняшками, заваривайте чай. Ну а мы начинаем. Вот и наступил 30-й день. Начался он с того, что мы проснулись. Сразу же я побежал и сделал для мотылька защиту. Электрошокеры, вставил их и сразу испробовал. Нужно было найти жертву. Ну, мне нужно было отправиться для начала в нашу любимую пещеру из прошлой серии. Мне нужен был магнетит. Магнетита мне нужно много для крафта нескольких предметов. В особенности мне нужен был щит циклопа и погружение для мотылька. Вот я сделал его, и теперь мотылек опускается на целых 500 метров. Но все-таки я решил взять с собой краб и пошел поспать. Наступил день 31, и я отправился в нашем красивеньком циклопе к возможному жилищу Дегази. И произошел забавный баг с кнопками, потому что они стояли неровно. Я приплыл к месту довольно быстро, но здесь было очень много... Вышел на крабе из циклопа и отправился на поиски. Достаточно быстро я нашел базу Дегази, но мне очень сильно мешали крабы. Потому что они нападали на мой крабик. Они очень мне сильно мешали, потому что отключали всю электронику. И я решил вам показать, кто здесь настоящий краб. Залез в краб, передохнул и отправился на бойню. Краб сначала шел на меня, после того как получил пару люлей, сразу начал убегать. Но я не стал отступать и начал упасть его дальше. И в один момент он просто погиб и начал всплывать. И тут я понял, то что это не краб, это убивалка 3000 Ультра Макс Мега Пупер Гупер убивалка 5600. Дальше я пошел изучать всю оставшуюся местность, уже ничего не боясь, и нашел большой аквариум. Также я нашел генератор щита циклопа. Вернулся на циклоп, посмотрел на новое сообщение, сделал радио и послушал его. Капсула 2. Координаты прилагаются. Мы уже прошли безопасную глубину и теряем кислород. Нам придется всплыть на поверхность, но это 500 метров строго вверх. Мы доберемся до точки сбора и будем держать вас в курсе. Координаты сигнала загружены в КПК. Вернулся на базу, сделал многоцелевую комнату, сделал лестницу на вторую комнату и сделал окна. Но в один момент нас затопило, поэтому пришлось все сушить. После этого пришло новое сообщение. Уничтожен. Режим. Патрулирование. Новые неучтенные цели. 1. Украсил новую комнату живыми стенами. После чего я наконец-то сделал большой аквариум. Аквариумы предоставляют идеальную возможность изучить инопланетную фауну вблизи. Но тщательно выбирайте, каких существ вы берете на борт. Возможно, и они собираются изучать вас. Конечно же, закинул в аквариум все яйца, но одно яйцо интересовало меня сильнее всех. Я очень сильно ждал, пока все яйца вылупятся, но особенно ждал, пока вылупится этот маленький пупсик. В итоге, я понял, что ждать придется слишком сильно, и решил скрафтить генератор щита циклопа. Но мне не хватало некоторых ресурсов, в особенности мне не хватало глубоких грибов. Поэтому мне пришлось туда отправиться. Но вдруг, резко, ничего не ожидая, я получил несколько сообщений, из-за чего мне пришлось резко вернуться на базу, потому что вылупились яйца. Я резко сел в мотылек и отправился побыстрее на базу.
Мигом я примчался. И вот они. Рыбки. И то самое яйцо, которое я очень ждал. Вот он, мой маленький пупсик. И я сразу понял, что ему здесь не нравится. Забрал его и выпустил на волю. С ним, оказывается, можно играть и можно говорить. Следовать за мной или не следовать. Я с ним поиграл. Он дал мне пятюню. Я ему дал корма, какую-то печеньку непонятную. Он ее схавал. И после этого мне пришлось вернуться на циклоп. На глубине не было ничего интересного, кроме капсулы. Забрал все, что было в капсуле, забрал все чертежи, все КПК. Значительно увеличилось. Данные нового КПК обработаны. Данные нового КПК обработаны. Обязательно я понабрал очень много грибов и отправился на базу. Вернулся на базу уже на 35-й день и наконец-то скрафтил все необходимые ресурсы. Теперь у нашего циклопа есть генератор щита, но это была моя самая главная ошибка его включать, потому что энергия улетела со скоростью света. И циклоп разрядился, из-за чего мне пришлось строить зарядные устройства энергоячеек и заряжать их. И потратил я на это уйма времени, чтобы полностью зарядить все энергоячейки. Лег, поспал. А к утру уже все зарядилось. Поиграл с лаской. Отправился за рубинами, потому что рубины мне очень были необходимы. И вернулся на базу. На базе я уже скрафтил новые ласты. Ласты зарядка. Когда плаваешь с ластами зарядками и у тебя есть что-то в руке, то предмет заряжается. Вы можете заметить это по глайдеру, как растут проценты. Ночью я хотел отправиться в пещеру, но увидел, что яйца изучены. Вернулся и понял, ой, как много у меня яиц, и ушел. Возле капсулы номер 2 была пещера. Также к нам приставали крабики, потому что им было очень интересно. Непонятная постройка под водой. И вот она, пещера. И я в нее заплываю. Пещера оказалась очень огромной и очень глубокой. Тут были какие-то подводные деревья. И был тот, кого я ненавижу, этот призрачный левиафан. Мне пришлось идти на тихом входе, чтобы он нас не заметил. Потому что этот гад еще может нас и убить. Вот тут уже какие-то вулканическая активность, и тут я нашел инопланетные фонари. Я сразу решил обследовать его на мотыльке. Поплыв по этим фонарям, я нашел какой-то комплекс. Как сказал КПК, он рухнул на дно. Сооружение рухнуло на дно. Быстро найдя вход, я заплыл и начал все изучать. Внутренние стены в этой секции значительно укреплены, что указывает на намерение архитекторов либо не впустить что-то снаружи, либо удержать что-то внутри. Каким бы ни был их план,
Он определенно провалился. Для одной из комнаты требовалась скрижаль, поэтому мне пришлось вернуться на циклоп и взять эту скрижаль. Взял я 2 штуки. Вернулся, вставил скрижаль. А там были всего лишь какие-то данные. Данные нового КПК обработаны. Я забирал все необходимые базы с данными. Этот отчет был о повреждениях. Также я нашел еще и ионный куб и начал проплывать дальше. Также тут были останки огромной рыбы. Биологические останки свидетельствуют, что коренные формы жизни доставлялись в это строение и подвергались интенсивному изучению. Загружаются данные, содержащие информацию о бактерии. Внимание! Обнаружены атипичные колебания плазменных белков в крови. Рекомендуется провести самосканирование. Самосканирование завершено. Бактериальная инфекция распространилась на кожу и легочную систему. Медицинский отчет загружен в базу данных. Необходимо найти способ нейтрализовать инфекцию. Как только я все исследовал, я начал плыть дальше. Тут также были всякие крабики, и я на них испробовал свой новый электрошокер и нашел непонятное строение от пришельцев. И тут мне нужна была уже не фиолетовая скрижаль, а оранжевая. И я ее вставил. Внутри не было ничего особого интересного. Были ионные кубы, были всякие останки, кости. И самое главное, что здесь было, это еще одно яйцо ласки. Было всякое непонятное оборудование, всякие инопланетные образцы и всякие кости. Также были всякие данные. И когда я искал выход из пещеры, я нашел его. Это была та самая база. Также я наконец-то здесь нашел нилькевую руду. Я очень долго ее искал. Теперь мы знаем, где ее можно находить. После этого я вернулся на циклоп, но впервые придется заканчивать серию на циклопе. Всем спасибо. На новогодних праздниках я решил поиграть с друзьями в Sons of the Forest. В серии уже нет более 2 недель, так что... Вау! Поздравляю, мы на морском дне. И пока никто из нас не забыл, день 40. Еле как выбравшись из этой ужасной пещеры, я поплыл к нам на базу.
Бесплатный душ. Халява. Отдай свое железо. Железо отдай. Да, отдай, отпусти. Зачем оно тебя? О, возьми. Ай-яй-яй. После чего я понакрафтил, очень много титана. Теперь наша критическая глубина 1300 метров. Наступила ночь. И я решил пойти спать. Также перед путешествием нужно было снова зарядить все энергоячейки. На 41-й день больше ничего интересного не произошло, поэтому мы сразу переходим к 42-му дню. Когда я увидел, что для ракеты нужен никель, я сразу отправился на его поиски. Но спустя очень долгие поиски никеля я не нашел. Но мне казалось, что в прошлой серии я за ним плавал отдельно и добыл очень много никеля. Но я его нигде не мог найти, поэтому я начал смотреть старые записи. Спустя долгие поиски я таки нашел момент из видео, где я добыл никель. Я решил, может, я его вообще не добывал, поэтому я сел в мотылек и отправился к нему. После чего я решил наконец-то вернуться на базу. В итоге, собрав все нужные вещи, я отправился собирать ракету.
Для меня это было большим разочарованием, потому что это всего лишь двигатели для ракеты, а саму ракету еще нам предстоит построить. И тут я совершил свою одну из самых главных ошибок. Решил спуститься в пещере и еще ниже. В самой пещере на нас нападал все время призрачный Левиафан. Но я нашел секретную комнату. В пещере ничего интересного не оказалось, поэтому я отправился дальше. Вот я и нашел спуск еще глубже. Но, когда я попытался спуститься туда на мотыльке, потому что циклоп слишком большой, оказывается, что мотылек ломается на такой большой глубине, и мне пришлось все-таки пытаться заплывать на циклопе. И как только я спустился, все было довольно ужасно. Через какое-то время произошли баги. Я начал видеть Аврору через текстуры. Я не видел текстуры некоторых стен. И я со временем потерялся. Я нашел огромную рыбу, которая меня, слава богу, не видела. Но я очень много времени потратил, чтобы найти выход. Я более получаса плавал и пытался найти выход из этой пещеры. Это было очень сложно, очень долго. Это была новая локация, было много лавы. И через какое-то время я все-таки смог найти выход.
Сейчас видно, как долго я нахожусь в этой пещере. После таких долгих поисков выхода из пещеры, я твердо решил, я хочу домой. Но беды меня не покинули. Вода стала прозрачной слишком сильно. И эти баги меня удивили и напугали. Я последние дни просто плавал и осматривал и находил всякие обломки. Я сделал костюм краб, крюк кошка и дрель.
С помощью этой дрели мы теперь можем добывать огромные груды металла и ресурсов. Когда нам раньше говорили, что для этого нужно специальное оборудование, теперь оно у нас есть. Я пошел мочить всех, кого видел. Но, к сожалению, уже наступает 50-й день, и пора потихоньку закругляться. Этот баг я никак не мог решить, даже с помощью перезагрузки. Поэтому я полез в интернет, чтобы искать решение, почему и что случилось с водой. И спустя долгие поиски я нашел. Так, здесь как будто чего-то не хватает, как-то скучновато и темновато. Вот это уже другое дело. Вот так можно и с комфортом снимать видео. В прошлой серии мы наконец-то с вами убрали баг с туманом. Кто не понимает, что за баг, какой туман, посмотрите прошлое видео. Там произошел баг, который мы не могли никак решить, и убрали только в конце видео с помощью консоли. После того, как я зашел в мир, мне сразу кинулись в глаза модули погружения для циклопа и краба. Но вот загвоздка, кианита у меня не было вообще, и моя цель была его добыть. Пристыковал краба. Также циклоп был почти севший, нужно было зарядить абсолютно все энергии ячейки. Поставил на зарядку. Я понял, что мне нужны ядерные батарейки, но у меня не было их чертежа, поэтому я подумал, что для них нужен ядерный реактор. Оказалось, что у меня нету лития, и пришлось за ним плыть. По пути на базу я нашел неизвестный кусок Авроры и решил его полностью осмотреть. Открыв все двери и полностью осмотреть обломок, я не нашел ничего интересного. И уплыл на базу. На базе я наконец-то построил ядерный реактор. Работая с радиоактивными материалами, проявляйте особую осторожность. Излучение может повредить запись подробностей вашей смерти. После чего я наконец-то вернул циклопу его заряженные энергоячейки. После чего я отправился заново в ту самую страшную, глубокую, темную пещеру. Непонятно, какого фига призрачный Левиафан делал снаружи, а не в пещере, но этот вопрос мы отложим. Судно атаковано местной фауной. На тихий ход. Зафиксировано возгорание.
Возгорание ликвидировано. Запущены воздухоочистки. После чего я заделал абсолютно все пробоины в корпусе. И впервые в жизни воспользовался буром у краба. После чего я на крабе пошел за кианитом. После того, как я нашел кианит, я сразу же начал его добывать. После чего я вернулся к циклопу. После чего мне опять пришлось вернуться на базу. Также на циклопе пришлось провести сортировку вещей. После этого мне пришлось заново отправиться в эту же пещеру. И это был мой самый долгий поход. И там, где я ползал на крабе, теперь я заплыл туда полностью с циклопом.
Обнаружены инопланетные материалы и массивная энергетическая сигнатура. Источник находится внутри естественного образования в центре данной полости. Внутри этой игры оказался огромный инопланетный комплекс. Внутри оказалась новая голубая скрижаль. Синтезирован новый чертеж. Плыви сюда, ко мне. Данные нового КПК обработаны. Местоположение главного инопланетного комплекса обновлено. Вулканическая область на глубине 1400 метров, в которую можно попасть из данной пещерной системы. Данные нового КПК обработаны. Синтезирование чертежей ионной энергии из инопланетных данных. Чертежи сохранены в базе данных. Капитан, все системы активны. У меня наконец-то появились чертежи ядерных батареек. КПК сказал то, что огромный главный комплекс соединяет пещера. И мне нужно было найти пещеру в этом огромном пещере. И вот, через какое-то время, я наконец-то нашел этот проход. Я то, что ты ищешь. Хочу помочь тебе. Я выплыл в огромное помещение, где было много лавы, и впереди находился огромный инопланетный комплекс. Добро пожаловать на борт, капитан. Идет перевод транслируемого инопланетного сообщения. Внимание! Программа по разработке вакцины прекращена. Проект по инкубированию императоров прекращен. Живые образцы уничтожены. Эвакуируйтесь немедленно.
Тут была нужна голубая скрижаль. У меня ее не было, потому что у меня была одна, и я ее потратил. И мне пришлось возвращаться, циклоп, ради того, чтобы ее скрафтить. Вернулся и скрафтил голубые скрижали. Добро пожаловать на борт, капитан. Ты хочешь поиграть? Другие пришли сюда однажды. Они построили эти стены. Они утомили меня. Теперь их нет. А взамен у нас есть ты. Нам интересно, будешь ли ты плыть с течением, или будешь бороться с ним, как они? Найдите источник питьевой воды. Вода здесь богата редкой, похожей на планктон формой жизни, которая зависит от органического детрита, выделяемого окружающей ее экосистемой. Моим детенышам нужно вылупиться, играть снаружи. Другие построили проход, чтобы выходить во внешний мир. Я просила их о свободе, но они не слушали. Если ты поможешь, я добровольно отдам то, что другие тщетно пытались отнять. Через проход, открытый тобой, мои детеныши наконец покинут это место. Но сперва они должны понять, что время пришло и освободиться от Синтезирован скорлупок. новый чертеж. Это то, чего другие не могли добиться от меня силой. Тебе же я даю этот секрет добровольно. Ну что ж, пора собрать все семена с этой планеты.
Ну что ж, начнем веселье. Мои детеныши плывут к малым водам. Я благодарю тебя. Их свобода — это мой конец. Интересно, каково это — заснуть и никогда более не просыпаться. Быть может, в нашу следующую встречу я буду течением в океане, что несет семена в новые земли, или существом столь малым, что видит между песчинками целые пропасти. Прощай, друг. Теперь мы отключили пушку. Неужели теперь мы можем улетать? Так, теперь у нас есть открытый вопрос. Что нам делать дальше? Потом я сел в краба и пошел. И даже я сейчас не понимаю, куда и зачем я попёрся.
В данный момент на экране вы можете видеть то, что я очень долгое время стою на одном и том же месте. В чем же дело? Дело в том, что я потерялся, все потемнело, и я не мог до самого утра отсюда выйти. И поэтому я ждал, пока станет ярче. И вот, наконец-то, когда наступило утро, я сел в краб и, не желая здесь больше находиться, отправился к порталу, из которого мы вышли. Возможно, у вас появится вопрос, зачем же я сюда вернулся? Все проще простого. Мне нужно вытащить из этой глубины мой циклоп, потому что нам еще выживать целых 40 дней, а без циклопа это будет невозможно. А дальше начались проблемы еще сильнее, потому что я не мог никак забраться на эту вонючую платформу. А еще я умирал. 8 гребаных часов спустя. Наконец-то я выбрался. Я сразу побежал к циклопу, залез в него и наелся так много семян, что больше ничего не хотеть. И наконец-то отправился на поверхность. Честно говоря, не ожидал увидеть этого пупсика еще когда-либо. У меня чуть башка не взорвалась, когда я увидел его. И вот, я наконец-то на базе. Дальше нужно было добыть ресурсы и начать постройку нашей спасательной ракеты.
Нептун-1 готова к запуску. Я решил впервые в жизни зайти в ракету и осмотреть. После этого мне захотелось загрузить на ракету все мои самые любимые, самые необходимые и самые дорогие вещи на ракету. Последний ящик я оставил для силового костюма, чтобы когда вернуться на Землю, поставить его как трофей. Оставшиеся 30 дней мне было нечего делать, поэтому я решил построить огромную, крутую базу. Думаю, я вам все должен здесь показать. У меня вот такая вот комнатка. Вот уже наступил почти 99-й день. Давайте немного поспим, чтобы наступило утро. И у нас начался 99-й день, последний. Вы можете видеть картины по стенам, стол. Вот эта зеленая фигня, которую я сделал просто по приколу. Но я так и не понял, как этот глаз разговаривает. Также у меня есть кофейный аппарат. И много кофе. Также у меня остались плакаты. Также у меня есть много чипсов. Я их могу брать отсюда бесконечно. И вот так вот у меня появился бесконечный еще один источник еды и воды. Но 17 кофе будут гораздо эффективнее, чем это. Зато очень много хавчиков. И все это абсолютно бесплатно. Тут автомат еще должен говорить, что кофе готов, но что-то он сейчас молчит. Давайте возьмем еще с собой много кофе. Вот еще кофе. У меня здесь урна. Вот дверь. И вот такой вот большой аквариум. Пошлите, давайте сходим на шлюпку. Совершенно забыл, я вам забыл показать свои выжечки. Вот такие вот они стеклянные, большие, красивые. Из них видно Аврору и мою ракету. И бесконечный океан. Так, вот... Я как понимаю, моя шлюпка занята. Пока меня тут не было, кто-то решил тут поселиться. К сожалению, нам нужно попрощаться с Лаской. Я что-то не могу ее нигде найти. Где она? А, вот она. Прощай, малыш. Нам придется отсюда навсегда улететь. Так, вот циклоп стоит, вон мотылек. Огромная ракета. Синяя. И черная. И крабик. Я хотел поднять крабика, чтобы он поставил рядом с ракетой. Но он тут застрял и теперь стоит под двигателями. И я его никак не могу вытащить, так как это баг. Ему придется здесь сгореть при взлете. Ну что ж, думаю, нам пора готовиться к запуску. Нагнетание гидравлики.
Антенна коммуникационной системы активна. Вспомогательный источник питания активен. Капсула времени готова. Системы главного компьютера активны. Системы жизнеобеспечения активны. Все системы готовы к взлету. Запуск взлета по вашей команде, капитан. Запуск через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Капсула времени сброшена. Внимание! Приближение к полю обломков на орбите. Поле орбитального мусора пройдено. Выполнение гравитационного маневра. Подтверждение координат назначения. Планета Земля. Запуск ионных ускорителей через 3, 2, 1. Что есть волна без океана, начало без конца. Они разные, но они связаны. Теперь ты сольешься со звездами, а я сольюсь с песком. Мы разные, но мы связаны. Ребята, тот, кто думает, что на этом все, вы очень сильно ошибаетесь. Потому что впереди нас ждет Subnautica Below Zero. Я в ближайшее время выложу полный сборник по Subnautica. И потом мы с вами начнем проходить Subnautica Below Zero. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ставьте лайки и всем пока. Добро пожаловать домой на Альтеру. Разрешение на посадку будет выдано, как только вы уладите вопрос со своим долгом. 1 триллион кредитов. Над сборником была проделана большая работа. Благодарю, что досмотрели до этого момента.